как мы просрали билеты, как мы просрали багаж, как мы прилетели в Канаду с 3 рюкзаками. Ну, там много интересных вещей, как мы нашли квартиру, как мы нашли работу. Кстати, про работу я еще не снимал, да? Это анонс. Я уже нашел работу. Даже две. И привет, друзья! Вы на канале Власенко Лайф. И меня зовут Максим, кто со мной еще не знаком. А это моя жена Танюшка. И мы уже ровно месяц, как в Канаде, и чуть больше месяца, как мы в Канаде, и ровно месяц, как мы заехали в эту квартиру. И кто не смотрел ролик, как мы заезжали, то вот здесь будет ссылочка. Посмотрите, как мы только ее сняли, как она выглядела, что здесь было. И чем мы можем помогать новым людям, которые приезжают в эту страну, мы расскажем в конце ролика. Давайте пока посмотрим, что у нас в квартире. Мы прожили здесь месяц, давайте покажем вам, что здесь поменялось за месяц. Ну и с самого начала. На входе у нас появилась полочка для взутья, для обуви. И мы ее покупали, да, в Икее, она стоила? Вам $30. Мне что-то кажется, что дешевле. 15. Я точно Что-то она была типа не особо дорогая. Дальше здесь нам коляска, которую нам подарили. Она вот такая на 3 колесика. И мы написали, грубо говоря, соседям, у кого есть коляска. И нам вот такую вот отдали. Здесь флаг Украины, это привезли с Украины. И здесь там толпа еще там наших вещей. Какие-то распакованные, какие-то не распакованные. Дальше. Здесь это... сюда же зайти. Тут у нас пока живут ребята, которые у нас на первое время поселились. И здесь их вещи, и еще куча ящиков игрушек. Игрушки тоже нам все дали бесплатно соседи. А стол мы покупали в Икее. Тань, стол скільки? Стіл у нас вартував, по-моєму, $90. Так, заходимо сюди. Розказуй. Взагалі, ми написали раніше в ком'юніті, це в нашому Махогані району, і нам люди просто приносили іграшки. Дуже багато таких в тій кімнаті, так само і тут. Всім Діана, до речі, грається, задоволена, супер. Вполне вона може собі гратися там хвилин 40. Ну, памперси ми вже вчора купили. Це крісло ми взяли безкоштовно. До речі, дивіться, хто живе в Махогані взагалі, хто живе в Калгарі. Віддамо це крісло, віддамо безкоштовно, плюс віддамо автокрісло. Нормальне автокрісло віддамо. Срок годності в нього теж нормально ще. Тут тоже момент, что отдаем, потому что мы сами не ожидали, что столько соседей откликнется, и нам привезли 2. Второе просто получилось более новее, чем первое, но... первое мы в Donation взяли, да? Так, ми в Donation Да, купили, друге ми взагалі купили. А второе нам привезли соседи. Так, ну і одне ми купили ж для Діани, яке потім перейшло для Дениса. Дальше, кто давно на канале, тот помнит эпопею с вот этим диваном. Как мы его затаскивали, как он не заходил в дверь. Но затащили. А ну. І як не дивно, прийшла до нас знайома, я, Максим і її син Максим, впихнули цього дивана за 5 хвилин. Ой, бережно. І так. Оп. І можна собі так відпочивати. І віддихаєшся. Максимально комфортно, так? Відразу... Дальше, ще один диван. Це нам привіз підписник твій, так? По-моєму. Да, мой знакомый взял себе немножко побольше, говорит, есть еще один у собственницы, если хочешь, я захочу, привезу. Я, кстати, вот это лежу, монтирую и заметил, что я часто так говорю, то, что это знакомый сделал, это знакомый сделал, то знакомый сделал, это знакомый привез. На самом деле мы приезжали в Канаду, у нас не было вообще знакомых. И все, кого я называю знакомым, или другом, или подписчиком, это ребята, с кем мы познакомились непосредственно уже здесь. А то вы подумаете, что, ну, конечно, они-то ехали к толпе друзей, а мы-то едем одни. Как им повезло, как мне говорили в Канаде. Ой, в Польше. И вот привез, а этот, ну, вообще навео. І він такий м'який, класний, Діана дуже любить у ньому спати. Ще це... Там наша Іра перебігає, стісняється. Так. З таких ще, це взагалі ми це в Ікеї ще купували. 4 стільці і стіл. Стіл у нас $300 вартував і $50 за стільця. Далі ми ще з Ікеї купували ці стільці.
барні, які наговорили, що вони погані, все супер. Ніхто звідси не падає, і діти задоволені, і ми теж. По $70 И кожен. они, на самом деле, да, сравнительно дешевенькие были. Да, Были але барные стильні. немножко подороже. В 2 рази дорожче, а конкретніше, а не трошечки. А, ще таку колонку нам теж привезли сусіди. Аудиосистема на Bluetooth Monster. Коннектится, музыка, звук офигенный. Давайте покажу. Ну наш холодильник. А що ти хочеш? Вот такой у нас холодильник. Не знаю, зачем это привезли родители. Это с Ватикана. Ой, с До Ватикана. Ватикана, правильно. А это... Український. Я не знаю, хто це привіз. Тут А це хто-то я привіз. привезла, коли була в Україні. Так, в холодильнике что у нас есть? Що, продукти Чем у нас питаются є? бедные мигранты? Продукти у нас є. Якраз сьогодні ти вирішив зняти, нічого немає. Ну так все, пускай пишут, что мы тут голодаем. Ну вот так мы голодаем. Йогурты, молоко. Что там? Є. Что там? Нема, Всё це не є. є. Короче, вот так через месяц у нас забит холодильник всякими там консервами. Ні, ти краще тут показуй, у нас вообще запаси. Тут. Нет. Да, это фудбанк. Фудбанки дают очень много Частина такой видимо, еды, лишилась. которая долго не портится. Хотя много дают, которая портится быстро. Мы там часть какую-то уже повыбрасывали, что прошел срок годности. Что? Все, тоді. А, ще в нас там вже різні банок багато лишилось. Таких, що там різні фрукти, томатні пасти, соуси, помідори. Ну, отакі у нас тут зверху. Хоча ж ми вже дуже багато з'їли, як не дивно. А тунця, у нас 4 банки треба. Арахісова паста. Дуже, до речі, смачна така арахісова паста. Набагато смачніша, мені, по крайній мірі, чим в Польщі. Є ще соляна карамель. Ну, смачно. Там у нас мусор, который сдается во внутреннем дворике. Кстати, может, увидим сейчас кроликов. Кролики. Вон, видите кролика? Вот у нас вот так сидят просто кролики. Гріється на сонці. Отдыхают. На самом деле их здесь много, они тут гоняют, как А у ми себя там ще дома. вставку вставимо. Сьогодні кролики, поки батьки гуляли, кролики билися. Вот там у нас мусор. А цю штуку нам дали, наш велик. Велик для Дианки. Это, ну, короче, на лето, когда снег сойдет. Так. Ну, і на першому поверсі у нас Гостевой туалет. туалет. Ну, тут особо ничего нету. Ну, что, полотенца мы покупали, да? Полотенца. Полотенце, йоршики, все покупали. Полотенце не ну, помню. ёршик. По $8 или по 10. Ладно. Картини, кстати, ми полбеды. взяли ще такі. Картины взяли в Donation Donation центре. Вот такой винчик и такой винчик. Это телусовский роутер. Нам привезли бесплатно. Ну, в смысле, когда телус подключали интернет, мы платим. Ще ж Що була там? акція, що за Я перші не 2 помню. місяці, до Короче, речі, мы ми не за интернет платимо. пока не платим, когда А заплатим, я так, вам по-моєму, сниму. 55 або $65. После дивана дальше у нас есть вот такой стульчик. Кстати, тоже, наверное, мы отдадим его. То ли в Donation, то ли куда. Он прикольненький, но не нужен нам, да. На нем все равно особо никто не сидит. И вот такой нам тоже подарили. Это здесь Дианка время от времени еще сидит. Пылесос, Тань, почем? $150. Пылесос за $150 мы купили бэушный, да? Идемте наверх, что у нас есть сверху интересного. Так, наша спальня. 2 матраца. Нам тоже дали их бесплатно. Оба Симба. И мы их взяли новые. Короче, тоже какой-то донейшн, но который не особо доступен там для всех обычных смертных. Со мной поделились контактом. Я уже поделился с несколькими ребятами, и мы еще попали, что нам их дали бесплатно, King Size. Ребята еще ждут, если им дадут, то я, может быть, смогу поделиться. Дальше. Тумбочки мы покупали в Икее новые мои. По $60. $60 каждая. С этой стороны и с той стороны. Все игрушки, что вы видите, это все с нами делились. Этим. И вот такая картинка, с нами тоже делились. Но к нам еще не дошли руки ее повесить. Дальше. По ванной мы что-то покупали? Ну, йоршики ж такі мелочі покупали. Ну, Ничего полотенце, ёршик, халаты, ну там Шторку. уже какая-то Шторки ничего не шторка, косметика. Ну и тут моя зубная щетка.
А, не, ну ладно, у меня тут даже что-то лежит, да? Как в этих, у мужчины одна щетка, у женщины все остальное, но у меня тут еще для бороды дезик, туалетная вода, а Ні, все ні, остальное тут все Танина, моє. да? Ну ладно, туда не Мгм. лезем. Погнали. Макс. Что? А, да, мы купили доску. Я 30 якраз доларів. хотів понаписувати там, що типу є плани. А так А ми планів тільки немає. купили, тільки поцепили. 30 доларів. 30 баксов взяли в Walmart. Walmart. Так, тут у нас такая какая-никакая шкафа. В смысле шкаф, но вот так у нас какие-то шмотки валяются, там еще какие-то подушки новые. И все остальное пока вот так. Поставим сюда полочки, и можно будет складывать вещи нормально. Ну, тут немножко сложено. Стиралки были. Зверху одіяла. До речі, ми ці одіяла взяли в Donation центрі. Це нам привезли знайомі. Деякі ще нове, а дещо ми взяли. Так, идем в детскую. В детской тоже обе кровати привезли, матрасы привезли. Тут в шкафу что-то есть, да, детские вещи тоже пока что на полу у нас. Там какие-то пледики. Чи щось ми тут купляли? Ми нічого не купували. Ну, А, крім мы нашого этот, рюкзака і це. Все далі. вот эту штуку нам привезли, І которая лампу ми делает, купили. как он называется, космос на потолке. А вот эту купили 30 доларів. за 30 баксиков. Лампа. Гарна. Ну и в третьей комнате это тоже кровать привезли, матрас под матрасник привезли. И тут пока наши родители, мои родители приехали погостить, отдыхают. Ну и так гостевая комната. Либо же будет для вас, так как на самом деле здесь жили ребята, которые к нам заехали, но из-за моих родителей они должны были спуститься туда вниз. Ще у нас є, до речі, одна ванна. Ну, то вона гостєва, то що навіть діти сюди не ходять. Ну, максимум в Ну а туалет. тут мы что покупали? Шторка. Шторки купували, йоржики, рушники. Це повністю вся хімія. А что тут горшок стоит? Ну, бо тут мала бути дитяча, Діана сюди і ходить, і Денис ходить в туалет. Ну, короче, как-то вот так. Ну и сколько мы на это все потратили денег, я, наверное, сниму отдельное видео, потому что, ну, потратили мы достаточно много. Если навскидку, ну, 15-20 долларов. 20 мінімум. Да, у нас ушло. Но чтобы вы там сильно не думали, это вместе там с машиной, вместе с арендой за 3 месяца вперед, вместе с депозитом, может даже вместе с билетами на перелет. Вряд ли. Я посчитаю и сниму вам отдельное видео под это все дело, но мы точно потратили намного больше, чем могли бы потратить. Даже по прилету, кроме того, что там нам пообещал нас встретить человек, и мы тратились на такси, как оказывается, на такси там можно было сэкономить, но это там полбеды. Такси здесь достаточно дорогое, и прокатали мы очень много. И я человек социальный, я сразу же написал в соцсети, что делать, как делать, куда делать. И я готов был за это заплатить. Я так и сказал, что, ребята, давайте я дам денег, вы меня покатаете. И очень много людей мне написали, не плати никому за это деньги. Кто за это берет деньги, то это шарлатан, ему тут помогали бесплатно. И я полностью с этим согласен. Вы все сможете сделать сами. Есть полностью открытая информация, где сделать СИН, где купить сим-карты, какой оператор лучше, какой хуже. Информации много, мы ее всю видели, и при этом мы все равно кучу раз попали на деньги. Поэтому, если вдруг кто-то едет именно в Калгари с 1 апреля, потому что до 1 у нас, по крайней мере, квартира занята, а все остальное, то я, впрочем-то, смогу где-то как-то помочь. Может, кому-то надо встретить с аэропорта. За те же СИН-номера мы херово-туче-градусный мороз с ребенком на руках, со вторым ребенком ползком
прошли этот без интернета, без сим-карт, прошли этот Canadian Center, километр побежали в ту сторону, километр побежали в эту сторону. Дальше ребята, которые у нас живут, им немножечко все-таки полегче, потому что мы немного помогаем, но все-таки там тем же поиском квартиры они сказали то, что будут заниматься сами, и это автобус туда, автобус обратно, куча времени. Я бы проще отдал бы кому-то денег, как я и сделал, чтобы это сделали все за меня. Я, по крайней мере, знаю, как это делается. Поэтому, кто будет лететь в Калгари, обращайтесь, чем ты можешь помочь ребятам. Всім. Как Ще минимум какая-то вкусного потрібна буде. борщика приготовить, и чтобы не как мы питались сраными бургерами, Ні, которые ну чого? выплевывать хотелось в том китайском ресторане, самые первые. О, да, несмачна їжа була. Та взагалі, вперше таке враження було, що тут взагалі несмачна їжа, і прийти стільки вдома готувати. Просто потрібно знати місця. И вот эти все ошибки, а мы не знаем, какая цена, но мы взяли картошки фри. Ну, понятно, что не фри, я уже понимал, что это не бесплатная картошка, а фрайс. И она невкусная какая-то. Причем кетчуп лить, не лить. Ну, А мы ребенку хотели купить, а он хавает без кетчупа, а нам насыпали туда всего, и это такой там ще якийсь соус. борщ, суп, А, і каша кусочки сира. получилась вместо нормальной картошки фри. Короче, чтобы не попадать на вот эти все моменты, то очень круто, если вы едете в Канаду, в тот город, где у вас есть какие-то друзья, которые вас могут немножечко раздуплить, потому что мы, когда приехали, у нас не оказалось друзей. Точнее, те друзья, которые оказались, они оказались не друзья, скажем так. И мы вот так выискивали у разных мигрантов информацию, кто что может, кто что подсказывал. Кто-то говорит одно, кто-то говорит второе, и каждый стоит на своем. Мы пробовали и на своем опыте узнавали, что лучше, что хуже, и как мы пытались сделать те или иные шаги. Поэтому вам рекомендую ехать туда, где есть друзья. Если нету друзей, то ищите блогеров. Если едете в Калгари, то можете написать мне. Я чем смогу, тем помогу. Встретить с аэропорта, купить сим-карты, оформить сим-номер, найти жилье, пожить у нас на крайний случай несколько дней, может недель, хотя если вам там надо прямо неделями искать жилье, найти это же жилье, Таня может помочь, и переводчик есть, перекусить нормальной еды, а не питаться всякими бигмагами и так дальше с Макдональдса. Короче, все услуги, которые нужны, которые мы проделали за первую неделю, где мы набили шишек, то для вас я смогу это все организовать намного проще, быстрее, безболезненней, в том числе открыть счета в банке, где вам сразу же дадут, нам сколько дали, По 500 200, долларов, по 250 долларов на людей, человека, а если это семья с 2 людей, то 500 долларов сразу же вы получаете моментально. Плюс в следующем банке по 350 долларов на счет, но там надо некоторые условия выполнить. Короче, какие-то лайфхаки я знаю, я плюс-минус рассказывал их в предыдущих видео, насколько мог, но все в общей корзине сможете получить, если вы летите в Канаду, обратитесь ко мне, чем смогу, помогу. Мои контакты будут все в описании этого видео. Танин инстаграм будет да. тут, мой инстаграм будет тут, но мне в инстаграм сразу не пишите, я в инстаграм захожу очень-очень редко. Мне лучше Facebook, Telegram. Вот я там чаще сижу. О том, что мы сделали за этот месяц, я показывал в предыдущих видео. Если вы не смотрели, обязательно подпишитесь на канал, пройдитесь по этих видео. Как мне кажется, у нас достаточно интересная получилась история. Мы достаточно много смогли сделать за первый месяц жизни в Канаде. Какие планы дальше? Как обычно, грандиозные, но самое первое – это пересдача прав. И следующее видео мы будем снимать уже о пересдаче, как сдавать права. И я обязательно вам сниму, сколько бюджет, сколько мы потратили за месяц, начиная от идеи, сколько стоила виза, сколько стоило заполнить визу. Если вы смотрите, вы даже не заполнили анкету КУАЭД, то напишите, я помогу с этим заполнением. Там не сильно сложно, хотя я сам не заполнял
Я скажу, кто заполнял мне и как это делали для меня. Билеты, как мы просрали билеты, как мы просрали багаж, как мы прилетели в Канаду с 3 рюкзаками. Ну, там много интересных вещей, как мы нашли квартиру, как мы нашли работу. Кстати, про работу я еще не снимал, да? Вообще не нашли. Это анонс. Я уже нашел работу, даже 2. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И напишите какой-то комментарий под этим видео. Это очень важно для вас, важно для нас, чтобы наше видео видело как можно больше людей. Потому что, ну, по моему мнению, мы пытаемся давать какие-то достаточно полезные советы ребятам, которые собираются переезжать или которые только переехали, как это было и в Польше. Потому что несколько каналов, которые я отслеживаю, какие видосики мне попадаются, там не очень точно описан весь процесс. Ребята наверняка хотят вам помочь, вряд ли кто-то с блогеров прямо тут хочет там как-то в своих видео что-то вас обмануть. Все хотят помочь, но настолько неточно описаны процессы, которые могут стоить вам немного денег, а иногда даже много. Я никого не зову в Канаду и никого не выгоняю из Канады. Если вы приехали сюда, обращайтесь, я вам помогу. Если вы остаетесь в своей стране, молодцы, я за вас тоже очень рад. Единственное, что в Польше у меня много проектов пооставалось, поэтому если вдруг кто-то смотрит меня с Польши и ему или его друзьям нужна квартира, это можно закрыть, нужна машина в аренду, это можно закрыть, нужно машину купить, это можно закрыть, любые документы, освещение, зазволение, это все, если вы смотрите с каких-то стран и хотите переехать сначала в Европу. Если мужчины хотят переехать с Украины, ну, сначала в Европу, потом в Канаду, то тоже напишите в личку. Хотя я на данный момент не беру новые документы. Это буквально за пару дней устаканится, там решаем с фондом. Ну, то такое уже. І що, лайк, подписка і пока, да? Чи ти ще щось хочеш сказати? Всі, хто підписаний на мій канал, вже знають, де ми будемо працювати. Да, а вы, ну, не на канал, а на Ну, Инстаграм, Инстаграм. Кто не подписан, то не забудьте подписаться. Инстаграм Танин. Если вкратце, что мы сделали за месяц? Сняли Самі квартиру, нашли зробили всі машину, документи. сделали все нужные документы, пооткрывали банковские счета, Садочок, школу знайшли, все поробили. садик, школа, получили выплату Так. от Канады, Foodbank, кстати, Donation Center. закрылся Donation Center, мы еще успели. Что-то мы там получили. Картины, которые сзади вы видите, это с Donation Center. Ну и там много чего было интересного. Ну вот как-то так. Видео, наверное, адресовано больше к людям, которые едут только в Канаду, чтобы вы не наступали на те грабли. Я всегда готов помочь, это все безвозмездно. Напишите, за спрос вас не бьют. Понятно, что если мне надо будет там ехать, вас откуда-то забирать, ну там как-то мы с вами договоримся. А любые консультации, ну насколько смогу, настолько помогу. Много не наглейте, у меня тоже семья, дети, жена иногда ревнует к моим подписчикам. Уже не в Польше ревновала, да? Ну, я достаточно много провожу времени в переписке с вами. Я за это ничего не плачу, но если кому-то прям захочется, то как-то я раздуплюсь, как делать донаты в этом. В стримах, так? В стримах, и там мы сможем с вами поговорить. Если кто-то знает, как это делать лучше, то напишите мне. Да, давайте проведем какой-то вместе стрим и посмотрим, сколько нам получится собрать. И я понимаю, что правильное время, правильное слово сейчас говорить не на часе, поэтому наверняка мы тоже все займемся благотворительностью в плане все донаты, которые заберем, мы передадим в ЗСУ. Чтобы вы точно не переживали, что эти деньги там не где-то не останутся или не где-то пропадут, то это будет все конкретно Таниному брату, который сейчас находится, кстати, вывели его с-под Бахмута? Ну, він під Бахмутом постоянно. Короче, Танин родной брат военный, и когда у меня спрашивают, а где ты был 8 лет, я прекрасно знаю, где я был. Ответьте себе на этот вопрос. Ладно, не об этом. Мы что, закончили? Да, будемо закінчувати. Бай-бай.